Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. У меня сегодня будут вот такая вот модель. Значит, на размер 38-39 я буду вязать. Можно связать их на любой размер. На меньший размер мы по ширине и по длине будем уменьшать. Ну и, соответственно, на больший размер, на пару рядов, на пару петель можно будет добавить. Значит, в процессе вязания все отмеренные детали буду измерять в сантиметрах. Для вязания мне понадобятся спицы номер 2,5, тунисский крючок номер 2,5, мыс я связала тунисским крючком, тунисское вязание у меня. Вязать будем по схеме. Сейчас я схему выведу на экран, расскажу по схеме. Также в конце видео я схему прикреплю. Далее обвязку, подошву, само полотно, все остальное я вязала спицами. В этот раз у меня подошва шире по количеству петель. Подъем я сделала поменьше. Подошву сделала пошире. Немножко вот изменила. Значит, пряжа. Какой я вяжу пряжи? Пряжа у меня акрил турецкий. Вот это вот разные марки. Картопу Флора, Полос, Супатик. Для тапочек написано. Дора. Вы можете вязать любой пряжей. Я называю свою пряжу, которую я вяжу, свой метраж. В 100 граммах 250 метров и вот 240 метров. Разные здесь у меня моточки. Значит, белый, черный. Основной цвет вот у меня такой темно-розовый. Не знаю, как его назвать. И вот розовый, да. Вот такой вот пряжей буду вязать. Теперь давайте я вам сразу замеряю в длину. Так, вот так вот он выглядит. Следок. Очень удобная модель. Подбирала плотные такие вот узоры, чтобы совпадало вверх у нас плотный тунисским вязанием. Довольно такие вот. Значит, так, в сантиметрах полностью весь следок вместе с пяткой. У меня 24 сантиметра вместе с пяткой. До пятки 22. Пускаю на растяжку до 25. Спокойно растягивается. Так, ширина по мысу 10. Вместе с обвязкой с бейкой, вот эта вот часть 9-9,5. Вот так вот. Ну все, основное назвала. Перехожу к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, вяжем мысок. Мысок мой я буду вязать вот по такой схеме. Разрисовала схему мыска. Теперь можно остановить видео, сделать скриншот. Также все схемы у меня есть на канале. В шапке профиля сообщества или записи. Там я располагаю фотографии и схемы. Пройдусь немножко по схеме. Начну вязать с 14 петель. Наберу 14 петель сейчас. Далее буду делать прибавки. В начале и в конце ряда по одной прибавке. Расширю, будет у меня 22 петли. Далее перейду к узору. Начну вязать узор. Всего у меня будет 26 петель в ширину, 29 рядов в высоту. Значит, на большой размер 39, 40, или если широкая нога, это я потом в конце это покажу. Вот здесь вверху я расширю. У меня на широкую ногу я вяжу вверх. Так попросили, я расширю, сделаю прибавки. Но в верхней части я это все покажу. Значит, размер 37-38. Вяжем мы по схеме. Ну вот и все. Я сейчас провяжу попетельно, надеюсь не ошибиться в рядах. Вот так вот для вязания сразу отмотаю, отрежу ниток, сколько отрезать. Здесь цветочки небольшие, можно потом ниточку перебрасывать, ну метра по полтора. Если нитка закончится, можно будет подвязать новую. Для чего это я делаю? Чтобы не делать больших протяжек, и для удобства в конце ряда я просто эту нитку вытаскиваю. Значит, и клубочки туда не запутываются, и нету такой проблемы, чтобы распутывать клубки. Просто нитку вытащили и все. Значит, переходим к вязанию, берем крючок. Так, оставлю схему на 5 секунд. Может, кто захочет сразу заскриншотить. Набираю 14 петель на крючок. 1,
2 воздушные петли набираем, 3, 4, итак 14. Набрали 14 воздушных петелек. Теперь далее провязываем полностью все петли и возвращаемся обратно. Первая петля у нас на крючке, сразу в следующее звено ввожу крючок, вытащила петлю, опять ввела крючок, вытащила петлю. И так до конца ряда ввели крючок, вытащили, ввели, вытащили. Провязываем ряд до конца. Так, довязала до конца, последняя петля, провязали. Все, теперь возвращаемся обратно. Я захватываю ниточку и по 2 петли возвращаюсь обратно. Нитку захватила, вернулась, захватила, вернулась. Вяжем, так идем в начало ряда. А со следующего ряда я начну делать прибавки. В начале и в конце ряда по одной петле будем прибавлять. Так, пришли в начало. Первая на спице считаю самой первой петлей. Значит, теперь следующую петлю провязываю. Далее делаем прибавки. Можно вот делать накидом, можно поднимать одну петельку вот между петлями, промежуточная петля, можно ее поднимать и вытаскивать. Набросили, следующая провязали. И так продолжаем до конца ряда. Или же подняли петлю. Так, довязываем теперь до конца. И в конце останется 2 петли. Сделаю также одну прибавку. Пришла в конец ряда. Прибавляю еще одну петлю. Предпоследнюю провязываю. Последнюю под 2 дужки. Здесь первый ряд немножечко тяжело. Под 2 дужки вела крючок. Опять захватила ниточку. Все. Что у нас вот получается? Вот так вот, да? Теперь возвращаемся опять в начало ряда. И следующий ряд провязываем точно так же. Вяжем сейчас, расширяем. Будет 5 рядов и должно быть 22 петли. Расширим до 22 петель. Я к вам вернусь и будем вязать узор. Расширила я, у меня 22 петли сейчас. И провязала я 5 рядов в высоту. Далее перехожу к узору. Первый ряд узора. В этом ряду прибавок не будет. Далее я буду вязать через ряд. В одном ряду с прибавкой, в другом без прибавок. Всего будет 26 петель. Еще раз повторю. Значит, первый ряд узора вяжем. Первая на спице. Следующую петлю провязываем. Далее 1 петля коричневым цветом и 1 петля черным. Провязываем. 1 коричневым, 1 черным. 4 петли белым основным, 3 петли черным, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. В этом ряду, как я уже говорила, мы прибавок не делаем. Провязываем ряд до конца, все петли основным белым цветом. Так, довязали ряд до конца, последняя петля. Опять мы вводим по 2 дужки, ввела, захватила ниточку и возвращаюсь в начало ряда. Я сейчас обратный ряд пройду, далее я обратные ряды на видео снимать не буду. Обратные ряды мы вяжем каждый цвет над своим цветом. Изменений нет. Узор меняется только когда мы в левую сторону вяжем. Так вот, довязали. Далее 3 петли черным цветом, ниточки перебросили, подхватили черный цвет, провязали 3 черным, провязали, опять белый цвет подняли, провязываем белым, сильно туго не затягивайте, но сильно свободно не бросайте. Провязали белым, далее 1 петля черным, что у нас опять нитки перебросили, 1 коричневым и последние 2 петли белым цветом основным. Все, это у нас первый ряд был. Провязали. Теперь следующий ряд
Второй ряд. Здесь у нас идет прибавка. Вместе с прибавкой первые 3 петли белым цветом. Первая у нас на спице, вторую провязали, третью прибавили, то ли накидом, то ли вот поднимаем, поднимаем. Вот здесь вот подняли петлю. Далее 1 петля черным, 1 коричневым, 1 черным. Провязали 2 петли белым, 1 петля черным. Здесь у нас идет второй цветочек. Можно подвязать. Нет, не будем подвязывать. Протянем черный цвет. 1 черным провязали. Далее 3 петли розовым, темно-розовый. Вот у меня цвет такой. 3 петли розовым провязываем. Одна черным. И оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем белым цветом. Вот здесь я подвяжу второй белый цвет, чтобы у меня не было сильно большой протяжки. Тянуть потом узор будет расширяться. И вот будет у меня белый с одной стороны, со второй стороны. И по мере необходимости в середине потом по ходу вязания можем также еще подвязывать нити к разным участкам. Так, довязываем сейчас все белым до конца. Хвостик запутали. Так, пришли в конец ряда. Здесь осталось 2 петли. Делаю одну прибавку. Подняла петельку и прибавляю. Или же накидом. И оставшиеся 2 петли, предпоследнюю кромочную, провязываю. Провязала и кромочную провязываю. Крючок под 2 дужки ввела. Захватила нить, вытащили, все. Вот такой вот край аккуратненький получается. Захватываем нить, теперь возвращаемся в начало ряда, вяжем все по узору. Каждый цвет над своим цветом. Это у нас второй ряд узора. Идем в начало ряда. Так, пришли в начало ряда. Теперь следующий у нас третий ряд узора. Без прибавки вяжем 4 петли вместе с кромочной белым цветом основным. 1, 2, 3, 4 провязали. 1 черным, 1 коричневым, 1 черным, 1 белым, 1 черным, 1 розовым, 1 желтым. Так, желтый цвет подвязываем. 1 петля с желтым цветом. 1 черным, 1 розовым, 1 черным. Все провязали. Значит, теперь далее до конца ряда мы провязываем все белым основным цветом. В этом ряду у нас прибавок нет.
И возвращаемся в начало ряда. Это у нас третий ряд. Довязываем ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, довязали. Захватили нить. Идем в начало ряда. Вяжем все по узору. Четвертый ряд узора. Лицевая сторона. По привычке уже я привыкла вязать с той стороны. Четвертый ряд узора. Здесь у меня будет последняя прибавка. Значит, сейчас первые 6 петель вместе с прибавкой провязываю основным цветом белым. 1, 2, 3 у нас прибавка. 4, 5, 6. Провязали. Одна черным. Одна коричневым. Одна черным опять. 2 петли розовым. Одна черным. 2 розовым. 1 черным. 2 петли белым. 2 черным. Все, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом, и в конце ряда я делаю последнюю прибавку. Значит, вот здесь у нас желтый цвет, далее будет еще 2 раза, ну вот, наверное, рядов через 10 можно или обрезать, или просто перебрасывать под ниточками, протягивать кверху этот желтый цвет. Так, довязываем ряд до конца, делаю последнюю прибавку, прибавила, предпоследнюю провязала, кромочную провязала и возвращаемся опять по узору в начало ряда. Это у нас четвертый ряд, да? 1, 2, 3, 4. 4 ряда провязали. Так, каждый цвет вяжем над своим цветом. Белым провязали. Далее, что у нас по узору идет? Черный. Провязали черным. Нить перебросила, подняла. Черным провязала. Опять нить перебросила, подняла белым. И так до конца ряда. Все, довязываем ряд до конца. Пришли в начало ряда. 5-й ряд узора. Первые 7 петель провязываем белым цветом основным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 черным. 1 коричневым. 2 черным. 2 розовым. 1 черным. 2 белым. 1 черным.
2 розовым, 2 черным, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Это у нас 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель осталось. Довязываем белым и возвращаемся в начало ряда. Провязываем все по узору. Так, 5-й ряд закончили. Пришли в начало ряда. 6-й ряд узора. Первые 8 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. 1 черным, 2 коричневым, 2 черным, 3 петли белым, 1 розовый цвет перебрасываю, 1 черным, 4 петли розовым, 1 черным. Я подвязала опять черный цвет, чтобы сейчас цветочек у нас будет расширяться, не делать большой протяжки, не тянуть. Оставшиеся 4 петли до конца ряда мы провязываем белым цветом. Тоже белый цвет подвяжу. Довязали ряд до конца. Это у нас 6-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. В конце ряда под 2 дужки ввели. Все, захватили нить. Заканчиваем 6-й ряд. Провязываем обратный ряд по узору. Нити перебросили. Вернулись в начало ряда. Следующий у нас 7-й ряд узора. Первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 черным, 1 коричневым, 1 черным, 3 петли белым, 2 петли черным, 1 розовым, 1 черным, 2 розовым, 1, 2 и 1 черным. Все, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас 7-й ряд. Провязали. В конце 4 петли белым провязали. По узору вернулись обратно. О, Господи. 8-й ряд узора. Первые 6 петель провязываем белым цветом. В этом ряду нам понадобится желтый цвет. Приготовим. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 2 черным. 1 белым. 1 черным. 2 коричневым. 1 черным. 1 белым. 1 черным. 2 розовым. 1 черным. 1 желтым. 1 черным. 2 розовым. 1 черным. И осталось у нас 1, 2, 3 петли. Довязываем белый цвет белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Так, это у нас что, 8 ряд, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ряд провязали, по узору возвращаемся. Начало ряда, 9 ряд у нас. Первые 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 1 черным. 2 розовым. Так, здесь розовый цвет далеко, поэтому мы вот подвяжем новый розовый цвет сюда. Что такое? 2 черным, 2 розовым и 2 черным провязываем. 1 белым. 1 черным. 1 коричневым. 2 черным. 3 петли розовым. 1 черным. 3 розовым. 1 черным. Все, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом и возвращаемся обратно. Это у нас был 9 ряд. Довязали. Все, вернулись с начала ряда. 10 ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым цветом. 2 черным.
3 розовым, 1 черным, 2 петли белым, 1 коричневым, 2 белым, 2 черным, 2 розовым, 3 черным, 1 оставшиеся 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 петли осталось. Довязываем белым цветом до конца и возвращаемся в начало ряда. Так, 10-й ряд это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. 11-й ряд узора и первые 3 петли провязываем белым, 1 черным, 2 розовым, 1 черным, 1 желтым, 2 розовым, 1 черным, 1 белым, 1 коричневым, 1 черным, 2 белым. Так, 2 белым провязали, 1 черным, 2 розовым, 1 черным. Все, оставшиеся петли до конца ряда мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали ряд до конца и по узору возвращаемся обратно в начало ряда. Это у нас 11 ряд. 12 ряд узора, 12. Первые 3 петли провязываем белым цветом. Далее 1 черным, 2 розовым,
1 желтым, 1 черным, 3 розовым, 3 петли розовым, и 1 черным, 1 белым, 1 коричневым, 3 белым, 2 черным. Нитку не захватила. 2 черным провязали, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас 12 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кромочная. Так, довязали по узору, вернулись в начало ряда. Вот так вот. Пришли в начало ряда, 13 ряд узора, первые 4 петли провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4 провязали. Так, дальше. 1 черным, 1 розовым, 1 черным, 1 розовым, 1 черным. Что я тут? 2 розовым, 1 черным, 1 белым, 1 коричневым, 1 черным. Все, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Это у нас 13 ряд. Завязываем все белым до конца. Так, сколько здесь? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Довязали. Все, возвращаемся. 14 ряд узора. Первые 5 петель провязываем белым цветом. 1 черным, 2 розовым, 3 петли черным цветом, 2 белым,
3 черным, 3 черным провязали, 1 белым, и опять 2 черным. Так, здесь розовый цвет внизу остался, я его подниму. 2 черных провязали, все. Далее мы довязываем все белым цветом до конца ряда и возвращаемся обратно в начало ряда. Это у нас 14 ряд. Довязываем ряд до конца, возвращаемся обратно. Пришли в начало ряда, 15 ряд узора. Первые 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1 черным, 2 розовым, 1 черным, 3 белым, 1 черным, 3 розовым, 3 петли розовым цветом. Одна черным, 2 розовым, 1 черным. И остается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель довязываем белым цветом до конца и возвращаемся в начало ряда. Это 15 ряд узора. Довязываем до конца, возвращаемся. Вернулись в начало ряда. Следующий ряд, 16 ряд узора. И первые 6 петель мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 2 петли черным. 5 петель белым. 5 петель белым провязали. Далее 1 петля черным. 5 петель розовым. 1 черным. И оставшиеся 6 петель до конца ряда довязываем белым цветом и возвращаемся по узору в начало ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная 6. Довязали. Это у нас 16 ряд узора. Все, провязали. Идем в начало ряда по узору. Пришли в начало ряда. Следующий у нас будет 17 ряд. И первые 12 петель мы провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 белым провязали. Далее 2 петли черным. 1 розовым. 1 черным. 1 желтым. 1 розовым.
2 черным, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас 17 ряд, довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. Пришли в начало ряда. Следующий у нас 18 ряд узора, 11 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 белым, 1 черным. 3 петли розовым. 1 желтым. 1 черным. 3 розовым. 1 черным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Вот смотрите, вот надо же так было не рассчитать нитку. Сейчас осталось буквально пару рядов, и мне придется новую нитку подвязать, поэтому лучше подлиннее оставлять. Так, 18 ряд заканчиваем, довязываем до конца белым цветом и возвращаемся в начало по узору. Вот так вот. Следующий у нас 19 ряд узора, и опять мы первые 11 петель провязываем белым цветом. Провязываем. Следующая 1 черная, 3 петли розовым, 1 черным, 1 розовым, 1 черным, 2 розовым, 1 черным. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом, возвращаемся в начало ряда. Это у нас 19 ряд узора. В 20 ряд узора первые 12 петель провязываем белым цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 12 провязали. Далее 3 петли черным. Здесь уже у нас сейчас почти заканчивается узор. 1, 2, 3 черным провязали. 2 розовым. 3 черным. Все. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным белым цветом. Ряд довяжем до конца. Вернемся в начало ряда. Это у нас 20 ряд. Двадцать первый ряд узора. Первые 14 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше 1 черная,
2 розовых и 1 черная. Все. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Довязываем ряд до конца белым. Это у нас 21 ряд. По узору возвращаемся в начало ряда. Так, последний ряд у нас узора сейчас будет 22 ряд. Как я его здесь провяжу? Смотрите, так. Давайте вот по схеме. Вязала, все отмечала. 22 ряд. Сейчас последний ряд. 2 черных петли провяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 петель белым, 2 черным, остальные белым. Все, на этом будет закончено. Далее провяжем еще 2 ряда белым и закроем петли. Значит, это если 36, 37, 38. А если нога широкая, даже 38 размер или 39, 40, вот эта вот верхняя часть можно здесь расширить. Вот свободненько, чтобы здесь вот потом не давило. Ну так не попросили, чтобы сильно узкий разъем не был. Попросили сделать здесь пошире, значит, чтобы потом хватило у нас петель при наборе. Что я сейчас сделаю? Смотрите, я вот провяжу 6 петель. Перед седьмой сделаю одну прибавку и еще одну прибавку. И точно так же здесь, не довязывая 6 петель, сделаю по одной прибавке. Следующий ряд я провяжу без прибавок, и потом сделаю в конце, в последнем ряду, еще по одной прибавке. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 прибавок. У меня 26 петель, и в итоге у меня выйдет 34 петли. Можно один раз всего лишь добавить, чуть-чуть расширить 4 петли. Опять же, я повторюсь, это если вот широкая вот верхняя часть ноги, и вот здесь вот расширить. Если стандартная нормальная ширина ноги, то этого можно не делать. Довязываем вот так вот до конца и просто закрываем петли. Значит, так, провязываю сейчас. Смотрите, я сделаю с прибавкой, покажу, как я делала прибавку. Ну, точно так же, в принципе, как мы делали в начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель провязала. Потом с протяжки, вот с примычки одну добавила, 7 петлю я провязала, еще одну прибавила. И у нас вот эта вот верхняя часть получается расширится. Все, далее я продолжаю вязать все как обычно, провязываю последние 2 черных петли узора. Так, довязали белым. Последние 2 черных петли, вот над розовым у нас последние 2 черных петли. Все, провязали, закончили. Значит, узор закончен. Далее после узора по схеме у меня еще идет 2 ряда белым, еще раз повторюсь. Теперь я продолжаю опять довязывать белым до конца. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Здесь прибавка будет. И вот потом одну прибавку сделала, одну петлю провязала, опять одну прибавила. Все, здесь у меня остается теперь 6 петель. Довязываю ряд до конца, возвращаюсь как обычно, все провязываю по узору, и следующие 2 ряда довяжем самостоятельно белым цветом. Всего высоту у меня будет 29 рядов по схеме. Все, закончили. Возвращаемся в начало ряда и плюс провяжем еще 2 ряда белым. Я уже сказала, при необходимости можно вот здесь в серединке немножко расширить. Я до сегодняшнего дня так не делала, но сейчас сделала. И да, вот примерили, у нее широкая нога, лучше сидит. Так, довязываем до конца, заканчиваем мыс. Закончили вязать мыс. Теперь закрываем петли. Вот я сделала прибавки здесь. Так, петли закрываю. Одну петельку провязываю и протягиваю через
предыдущую петлю. Провязала и протянула. И последнюю петлю я сразу подвязала основной цвет. Далее я буду вязать основным цветом. Последнюю петлю я сразу протянула основным цветом. И вот закрыла ее. Вот все. Хвостики пообрезали. Здесь попрятала под ниточками хвостики. Изнанку зачистили. Теперь далее все. Перехожу на обвязку. Сейчас, значит, весь верх я обвяжу спицами номер 3 лицевыми петлями. Наберу петли, провяжу лицевыми 1, 2, 3, 4. 4 полных ряда. То есть, если туда и обратно считать, это получается 8. Обвязку я делаю на спицах номер 3, чтобы она более мягче, свободнее ложилась. А остальной весь следок я буду вязать спицами номер 2,5. Значит, сейчас на 3 спицы, боковые стороны и по мысу набираю петли. Это последняя петля. Вот мы закрыли. Одна петля на спице. Теперь у меня было 29 рядов высота. Значит, я сейчас наберу 29 петель. По мысу нужно будет начать набрать 14 петель, точно так же, как мы набирали в начале. И точно такое же количество петель по второй боковой стороне. Наберем петли и все ряды с изнаночной стороны, с лицевой будем вязать лицевыми петлями. Я провяжу 8 рядов. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, 8 рядов. Так, крючком здесь плотное вязание, поэтому спица здесь не очень удобно. Крючок ввожу под 2 дужки, вот сразу захватываю ниточку и на спицу набрали. Так, по одной набираем петли. Набрали по боковой стороне. Теперь перешли на мыс. Точно так же продолжаю набирать по мысу. Так, первую петлю вот здесь я в самый угол ввела крючок. 1. Теперь рядышком вот 2. И набираем так до конца 14 петель. Так, набрала посередине 14 петель. Теперь можете даже вот подушкам просчитать точно такое же количество. 29 рядов у меня и одна петля с последнего закрытого ряда. Получилось, что у меня боковая сторона 30 петель. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Теперь набираем боковую сторону. Опять все то же самое. Так, все, наберем теперь боковую сторону и по изнаночной стороне все провязываем лицевыми. И по изнанке, и по лицевой стороне. Обвяжем, потом перейдем на подошву, вяжем. Закончила я делать обвязку. Провязала 4 вот таких у меня изнаночных дорожки, 4 зубчика. Теперь далее перехожу к подошве. Подошву я начну вязать на средних 12 петлях. И буду ее потом расширять. Всего у меня петель 30, 30 и 14, 74. Значит, сейчас оставляю 12 на подошву. Боковые петли провязываю лицевыми и перехожу на подошву. Провязала боковые. Теперь средние 12 петель на подошву, которые я также провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязала. Теперь разворачиваясь на изнаночную сторону, опять провязываю лицевыми и начну делать прибавки. Так, первую снимаю, оставшиеся все петли до конца провязываю лицевыми и одну петлю буду добавлять с боковой спицы, прибавлять, расширять. Довязываем до конца.
Так, довязали. Одну петельку добавили, провязываю ее лицевой, провязала, подтянула, перешли на лицевую сторону. Далее всю подошву я буду вязать лицевыми петлями, но по лицевой стороне я буду поднимать одну петельку, у меня подошва получится вот такая вот уплотненная, довольно-таки плотная получается. Впереди у меня плотное вязание было тунисом, и подошву я вот этот узор ставлю часто, я уже его показывала, как вязать. Он очень плотный получается, вяжется он очень просто. Значит, теперь добавили одну петлю, первую снимаю, опять вяжу все лицевыми, первая лицевая, вторая лицевая, и вторую лицевую, вот эту вот нижнюю вот дужку, в первом ряду это немножко будет сложно поднять, нижнюю дужку поднимаем. Особенно для тех, кто вяжет плотно, вот мы ее подняли, эту дужку. А когда будем возвращаться по изнанке, эти две петли с поднятой дужкой, лицевая поднятая дужка, будем провязывать одной петлей лицевой. Опять одна лицевая, вторая лицевая, и вторую лицевую, вот нижнюю изнаночная, сразу у нас дужка проходит, мы ее поднимаем. Поднимаем. В следующих рядах поднимать будет намного проще. Она уже, эта дужка будет у нас выделяться. Поднимаем все. Довязываю так ряд до конца. Одна лицевая, вторая лицевая. И на второй лицевой петле дужку поднимаю. Так, довязываю ряд до конца. В конце одна лицевая, последняя опять лицевая, и одну петлю добавляю с боковой спицы, провязываю ее лицевой, добавила, подтянула. Теперь переходим опять на изнаночную сторону, первую снимаю, все провязываем лицевыми. Теперь вот у нас двойная петля с поднятой дужкой, эту двойную петлю провязываем лицевой тоже. Так, провязываем ряд до конца. Лицевая. Если дужка, допустим, вот слетела, как у меня, ее можно обратно набросить. Так, провязываем. Вяжу плотно, поэтому первый ряд идет туго. Довязали ряд до конца, и точно так же, как в предыдущем ряду, делаем прибавку. С боковой спицы провязали одну лицевой, подтянули хорошенько, развернулись опять на лицевую сторону, первую снимаем, продолжаем вязать. Вот смотрите, у нас теперь вот будут такие диагонали идти, и уже будет понятно, где мы будем поднимать петлю, какую петлю будем провязывать и поднимать. Так, первую сняли, одна лицевая, вторая лицевая, нижнюю подхватила, опять продолжаю вязать, одна лицевая, вторая лицевая, и вот нижнюю подхватываю, то ли правой, то ли левой спицей, кому как удобно. Подхватила, перекинула, довязываем до конца. Все, так я буду вязать и расширять подошву. Значит, я расширю, у меня будет 26 петель. Подняли. Так, ряд до конца довязали. Опять подняли. Опять одна, вторая. Петлю подняли, пока идет расширение, у нас начало и конец ряда повторяются, расширение закончится, потом вот вяжем, ориентируемся вот на вот эти вот диагональные полоски. Так, в конце опять у нас одна лицевая и еще одна лицевая, лицевая, и вот последнюю ее надо поднять. Здесь можно дополнительной спицей воспользоваться, чтобы поднять. Значит, у меня будет всего 26 петель. Если размер маленький, 36-37, на пару петель меньше можно оставить. Все. Добавили одну петлю с боковой спицы и далее все то же самое. Значит, сейчас вяжем, расширим подошву, потом будем вязать и соединять по методу пятки. Я что забыла сделать? Я забыла вам замерить отвязанный мысок в сантиметрах.
Ну что, замерить его сейчас? Ну вот, думаю, что я хотела. Так, давайте вот так вот. Сколько он у меня здесь? 11, чуть-чуть больше, 11,5 у меня мыс. И в ширину он был, наверное, почти 9. Это ж еще боковые ушли, боковые кромочные петли ушли в шов, да, 8,5 в готовом виде, а когда был отвязанный, должен был быть 9. Вот такая вот у меня ширина, длина. Так, что мы теперь делаем сейчас? Продолжаем. Вяжем подошву, расширяем, я к вам вернусь. После того, как закончили расширять подошву, продолжаем вязать по узору. И боковые петли, вот последняя петля по подошве, по изнаночной стороне я соединяю с петлей с боковой спицы 2 вместе, провязала лицевой, последняя петля и петля с боковой спицы 2 вместе провязала, нить завела назад. Теперь продолжаю вязать лицевыми петлями по узору. Первую сняла, далее что у нас тут? Первая лицевая, нижнюю подняла, опять лицевая, вторая лицевая, и нижнюю петельку я подхватываю. Так, вяжу до конца ряда, и в конце ряда последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы, провязывая их 2 вместе. Так, довязала до конца, последняя петля, соединяем с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем. Так, все, 2 вместе соединила, лицевой петлей провязала, нить завела наперед, перекрыла, получается, я вот так вот, и продолжаю далее вязать. Первую снимаю, опять провязываю все лицевыми, значит, на спицах у меня 26 петель, провязываю, соединяю до конца все вот эти вот петли на боковой спице. Довяжем, закончим подошву, я к вам вернусь и будем вязать дальше. Так, здесь у меня 2 петли, как одну провязываю, лицевая, петля с поднятой дужкой, 2 вместе провязала, лицевая, 2 петли вместе лицевой, и так до конца. Боковые петли провязываем по 2 вместе. Так, что у нас здесь получается? Угу. Вот, смотрите, этот узор легко вот проходят вот эти вот диагонали, и уже понятно, что вот это вот первая лицевая, и вот она вторая лицевая. Эту дужку мы поднимаем. Все, здесь по узору уже ориентироваться довольно-таки просто. Так, что еще? Вроде бы все сказала. Довязываем, заканчиваем подошву. Закончила я вязать подошву по мысу, вот, да, соединила все петли. Здесь у меня осталась одна петелька. Вот начало ряда пришла. Сейчас я по боковым сторонам наберу петли и буду вязать вот таким вот узором полотно до пятки, и пятку также провяжу таким узором. Узор немножечко стягивает плотный, значит, на все полотно я сейчас наберу 54 петли у меня будет. Широкий он не получился здесь. Смотрите, сколько здесь выходит. 8,5 половинка. На размер 37, допустим, можно набрать 52 петли, немножечко меньше. Ширина подошвы вот по мысу у меня тоже 8,5. Вот так вот. Значит, теперь набирать петли я буду вот с середины. С каждой стороны наберу по 14 петель. 26 у меня посередине, и всего получится 54. Так, теперь что сделаем? Вот отсчитаю 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот так вот протяну ниточку сюда. Так, оставила хвост, ниточку вот сзади посвободнее. Теперь набираю петли. Одну сверху провожу крючок, а одну снизу. Таким образом я вот эту вот нитку подхватываю, подвязываю.
1, 2, 3. Крючок, подушка, опять под низ завела. Вытащила петлю, набрала. Итак, по одной наберем петли. Петли по подошве я провяжу лицевыми. И также наберу на второй стороне петли. И обратно по изнаночной стороне я вернусь лицевыми петлями. Провяжу, потом перейду к узору. Значит, набираю 14 петель. Далее петли подошвы провязала лицевыми, перешла на вторую сторону. Точно так же набираю на этой стороне. Такое же количество петель, как мы набирали на второй стороне. Я когда вяжу платочной вязкой, то я могу набирать и 47, и 48 петель, и 50 в зависимости от узора. Как я уже сказала, этот узор стягивает, и он довольно плотный получился. Поэтому у меня 54 петли я набрала. Четное количество петель было, и поэтому четное количество петель набрала. Так, наберем петли и по изнанке вернемся все лицевыми. Так, возвращаюсь, привязываю лицевыми. Теперь еще вопрос возникает по поводу, сколько вот у меня здесь осталось петель. Опять же, смотря сколько вы набирали общее количество петель, у меня было, как вы помните, расширение здесь. В итоге у меня в конце ряда вышло 34 петли. Я здесь сделала посередине прибавки. Сейчас у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 у меня осталось посередине. Если вы вязали без прибавок, допустим, тогда вот 26 по 4 петли с боковой стороны, 30, 34, если по 10 набрать еще, господи, 20 добавили, а здесь у нас было 26, у вас тогда должно остаться 6 петель в середине. Если вы не делали, допустим, прибавок, у вас должно в середине остаться 26 петель. А если вязали с прибавками, то количество петель у вас здесь будет меняться. Я сказала столько, сколько у меня, я делала с прибавками. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся, первую снимаю. Далее провязываю все лицевыми. Первую подтянули. И провязываем все спицы лицевыми петлями. Довязала ряд до конца, перешла на лицевую сторону, сразу подвязала белый цвет. Сейчас буду вязать первый ряд узора. Значит, у меня здесь будет основной цвет, белый и розовый. 3 цвета всего. Можно и 4 цвета, и больше цветов использовать. Узор состоит 2 ряда, да? 1, 2. Потом следующий ряд будет меняться на одну петлю, сдвигаться. И 3 петли. 2 и 1. И из 3 петель. Очень простой, но хорошо держит форму. Он плотненький такой получается. Значит, первый ряд вяжем белый цвет. Кромочную снимаю. 2 петли лицевых. 1 петлю снимаю, нить за работой. Все. 3 петли провязали. Опять повтор. 2 петли лицевых. Белый цвет у нас идет. Провязали 1 петлю, сняли нить за работой. Так провязываем до конца ряда. Это первый ряд. 2 лицевых, 1 сняли, нить за работой. Вяжем. Довязала ряд до конца. Значит, в конце у меня получилась 1 лицевая. Кромочную я провязала изнаночной. Так, это первый ряд. Лицевая сторона была. Теперь по изнаночной стороне вяжем. Заканчиваем первый ряд. Белый цвет по изнанке. Первую петлю снимаем. Теперь провязанные белые петли мы провязываем лицевыми. Снятые петли мы переснимаем, не провязывая. Вот пересняли ее. Опять 2 лицевых белые лицевыми петлями провязали. 2 лицевых. Снятую петлю пересняли. Опять нить перевели за работу. 2 лицевых провязали белым цветом. Снятую петлю пересняли, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Довязала ряд до конца. Я в конце ряда меняю, подвязываю цвет. Каждые 2 ряда у нас будет новый цвет у меня. Подвязала новый цвет сразу. Теперь далее перешли на лицевую сторону. Все. Далее узор у нас повторяется. Поменяли цвет. Вяжем точно так же, только
петлю теперь будем снимать, вот как бы вам попроще объяснить. Вот у нас была снятая петля, перед ней сдвигается. Вот снятая, перед ней будем снимать. 2 лицевых снять, 2 лицевых снять. Давайте еще провяжу. Так, кромочную снимаю. Теперь вот перед снятой одну надо снять. Значит, здесь мы начало ряда кромочная и одну провязала. У меня теперь розовый цвет. Следующую петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Теперь 2 петли лицевых провязали опять. Одну сняли. У нас в предыдущем ряду была темного цвета снятая. Теперь перед ней снимаем петлю. Сняли. Все, продолжаем вязание. Все точно так же, как и в первом ряду вязали. 2 лицевых, одну сняли. 2 лицевых, одну сняли. Так довязываем ряд до конца. Довязали. Теперь изнаночная сторона вяжется одинаково, точно так же. Первую снимаем, провязанные петли, в данном ряду у нас розовый цвет, провязываем лицевыми, 2 лицевых, снятую петлю мы переснимаем, не провязывая. 2 розовых петли провязываем лицевыми, снятую петлю, это белый цвет у нас здесь идет, мы переснимаем, провязываем ряд до конца. В конце ряда опять я буду менять цвет, и следующий ряд начинается все сначала, повтор. Перешли на лицевую сторону, теперь у меня будет основной цвет, третий цвет идти. Продолжаю вязание. Так, что у нас здесь? Первую кромочную снимаем. Теперь вот она снятая петля, перед ней нужно петлю снять. Но получается, что здесь 2 снятых петли, кромочная и следующая идет, поэтому я ее провяжу. Получится 1, 2, 3 петли провязала в начале ряда. Можно, конечно, снять. Получится 2 снятых петли в начале ряда, но я для крепости и плотности эту петлю провязала. Теперь далее продолжаем вязать. Вот она, снятая петля белая. Перед снятой петлей я петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Далее опять все то же самое. 2 лицевых, одну петлю пересняли, 2 лицевых, одну петлю пересняли, и все. 2 лицевых, одну петлю снимаем, не провязывая. Все то же самое, как вязали в первом ряду. В каждом последующем ряду снимаем, не провязывая нить. Перед какой петлей? Петлю, то есть перед снятой в предыдущем ряду, да? Вот так вот. 2 лицевых провязали. Далее одну снимаем, вот розовую сняли, а белую мы снимали в предыдущем ряду. Здесь все очень просто. Значит, сейчас так я провяжу до пятки. Сколько я провяжу до пятки в рядах, сейчас посчитаю. Смотрите, я посчитала вот по вот этим изнаночным дорожкам по цветам. У меня получилось 25 дорожек. Это на 39 размер. Значит, на 38 24, на 37 23. Опять же, желательно примерять, потому что, как я сказала, этот узор стягивает, и вот меньше, чем обычно у меня вышло. Обычно я больше, то есть вышло. Обычно я меньше рядов провязываю. Значит, до пятки. До пятки эта часть, вот, грубо говоря, 9, сколько, 9, да, 9 сантиметров, 9,5. Ну, это же растягивается еще все. Вот так вот, значит, сейчас довяжу длину до пятой, к вам вернусь, перейдем на пятку, будем вязать пятку. Вот так вот. Провязали длину до пятой, до пятки. Теперь переходим к пятке. Вот так вот у нас сейчас выглядит. Пятку я начну вязать на средних 14 петлях. Тем же самым узором также буду продолжать вязать. Значит, 20 петель у меня на боковых спицах будет и 14 посередине. У меня было 54 петли всего. Теперь, пока вязала вот эти вот нити, я перебросила вот к середине, к началу пятки. Теперь у меня здесь осталась последний ряд, одна ниточка. Я ее также сейчас переброшу. 20 петель перенесу на спицу.
Провязывать не буду я здесь, просто вот так ниточку переброшу. Через каждые 2 петли переброшу. Все, белую нить перевела к середине. Теперь продолжаю вязать узором. Вот где остановились, там и продолжаем вязать. Крайние петли будем соединять с петлями с боковой спицы. Так, перенесла, провязываю. Так, что у меня здесь? Первую провязываю лицевой. Следующая лицевая у меня белый цвет. Теперь еще одна лицевая. Вместе с кромочной получилось у меня 3 лицевых. Далее. Ой, это ж надо было цвет поменять. Вот я балдану. Так, цвет поменяли и продолжаем вязать по узору пятку. А то я пошла дальше тем же самым цветом вязать. Ну вот, под конец вязания уже заговорилась. Теперь первую провязываю кромочную, следующую также провязала, и еще одну провязала. 3 петли. Розовый цвет у меня идет, да. Одну снимаем и далее продолжаем вязать по узору. 2 лицевых провязали и одну сняли. 2 лицевых провязала и одну сняла. Опять 2 лицевых провязала, одну сняла, и последняя у меня получается кромочная. Для этого узора нечетное количество петель подошло бы, но у меня получилось четное. Теперь последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Все, соединяю лицевой петлей. Давайте я пока повешу маркер, чтобы не запутаться. Так, перешли на изнаночную сторону, как мы вяжем, снятые петли мы переснимаем, не провязывая, а провязанные петли мы провязываем лицевыми. Также провязываем все петли по узору по изнанке, и последнюю кромочную петлю я буду соединять с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжем изнаночной петлей. Так, пришла последняя петля у нас. Так, и петля с боковой спицы. Какой у нас там дальше цвет должен идти? Темный цвет. Поднимаю темный цвет. 2 вместе сразу соединила. Все, развернулась. И опять продолжаю вязать по узору. Так, что у нас здесь? Опять первую кромочную снимаем. Далее идет 1 лицевая. Перед снятой петлей мы петлю переснимаем. И поехали. 2 лицевых, 1 петлю снимаем, не провязывая. 2 лицевых, 1 снимаем. Все, продолжаем, вяжем по узору. Так, 2 лицевых, 1 сняли. И в конце 1 лицевая и последняя. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе лицевой. Значит, так я провяжу до самого конца. Соединим все петли, в конце закроем и сделаем обвязку. Вяжем пятку, соединяем боковые петли. Закончила вязать пятку, закрыла все петли. Теперь последний ряд, закрываю петли и перехожу к обвязке. Так, по 2 петли вместе я буду провязывать лицевой. Закрываем. Так, теперь вот эти вот 1 розовые петли, можно их убавить в последнем ряду, чтобы не было сильно широко по верху. Вот в начале 2 петли вместе и 1 розовая убавили, провязали. Да что ж это? Ага. Так, опять 2 вместе провязали. 2 вместе провязали. И так до конца. И вот еще вот эти вот розовые, я их провяжу, получается 3 вместе. Так, все, закрыла все петли. Теперь далее, также на спице номер 2,5 я сейчас по всему верху на 4 спицы наберу петли.
Основным цветом провяжу 15 рядов. Внутреннюю часть с 6 ряда я провязала спицами номер 2, на пол номера меньше. Вот такая вот у меня обвязка тогда выкладывается лучше. Значит, у меня будет 66 петель всего по кругу. Если получатся лишние, допустим, петли, то их можно будет убавить. Вот при наборе по одной петельке равномерно просто пропустить. Ну, если маленький у вас размер, если вы вязали меньше длину, то количество петель у вас, я думаю, будет 60-62 должно быть. Так, первая петля на спице. Теперь поехали, набираю. Можно спицей, можно крючком. Вот под 2 дужки ввела крючок, захватила ниточку, вытащила петлю, опять под 2 дужки ввела, вытащила на спицу. И так по всему верху по одной петельке наберу. Первый ряд провяжу все петли изнаночными. Далее 15 рядов провяжу по кругу лицевыми петлями. Смотрите, здесь убавить не нужно одну петельку. Вот она есть, тут одна петелька, я ее пропустила. Пропустила одну петлю, подтянула, это незаметно. Так, набираем петли. Первый ряд провязываем, еще раз повторю, все петли я провязала изнаночными. Здесь можно и узором вязать, и 2 цветами вязать, это тоже по вашему желанию. Я в каждом видео эту бейку, можно сказать, показываю, поэтому сейчас так вот по-быстрому все одним цветом. Так, набираем, провязываем 15 рядов. Можно чуть меньше сделать, можно чуть больше сделать. У меня будет 15. Закончила я делать обвязку, провязала, как я уже говорила, высоту 15 рядов лицевыми петлями по кругу. В сантиметрах это у меня получилось почти 4 сантиметра. Теперь выверну наизнанку, так удобнее будет монтировать, подвязывать. Теперь крайние петли прикрепим вот к петлям самого первого начального ряда. Разровняли вот эту вот отвязанную деталь. Далее снимаю одну петлю со спицы, подхватываю. Вот поперечные у нас петельки проходят основным цветом, самый первый ряд мы набирали. Подхватила одну петлю и прикрепили, подвязала, протянула ниточку. Первая на спице. Далее вторую сняли, то же самое все. Теперь подхватываю следующую петельку. Вот сразу под кромочной косичкой проходит. Подхватили, подвязали. Нить захватила, раз протянула и второй раз протянула. Сильно туго не затягивайте здесь, чтобы не было узко потом. Опять сняла, опять подвязала. И так по одной прикрепим весь верх к слитку. И на этом сегодня будет все. Раз и два. Перегнуть, разровнять, чтобы не было перекосов, не было ничего затянуто здесь. Вот так вот. И все. Все, я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотры, за оставленные лайки, комментарии. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.